Жаушикум. Раньше здесь называлось, когда не было союза, даже когда не было, здесь назывался Жаушикум. А с какого времени здесь поселение? С какого времени? Поселение с 1 века. О, с 1 века. Да, с 1 века. Ну, то есть Вот древняя здесь, территория. Вот здесь археологи здесь раскопывают, например, 1, 4, 13 веках нашли здесь поселение. Я понял. Здесь написано, какие археологи, вот, например, вот эти археологи, союзовские, самые знаменитые, Я понимаю, они здесь да. раскопку делали. Центральные, так Что сказать. нашли, они все везли туда, Ну, понятно. ну, в республиканский музей. Ну, понятно. А раскопки они как раз делали перед тем, как началось тем, как начиналось, затопление. да, Да. начиналось. Ну, понятно. А также раньше здесь было Жаушикумское поселение. А потом, как начали вот эту стройку, назывался поселок Сырдарья. Сырдарья. Ну, по реке. Это в 50-58 годах. А как в 58 году начался вот эта стройка большая, вот, Гесовская, допустим, да, или дамба вот этот, или вот это водохранилище. Тогда здесь было немного. В основном наши здесь жили рыбаки, казахские рыбаки жили здесь. Ну, то есть несколько тысяч, может быть, Да, народу. несколько тысяч. До 58 года. Да, А после 58 года вот здесь написано фотографии, говорят о том, что уже пришли современные тогда техники, начался здесь большая стройка, дамбу начали. Здесь же он по этой руслу, они же Сырдарья раньше же. Да. Вот. А здесь русло, получается, течет в таком каньоне, грубо говоря. То есть огорожено, получается, горами. Но они выбрали такое место, чтобы было удобно такому водохранилищу. И нашли здесь. Ну, я понял. А проект вот этого водохранилища тогда это чертили в Ташкенте. Большой институт там, Ну, понятно. институт мелиорации какой-то там, водный такой. Ну, И понятно. они нашли вот это место, что здесь Очень действительно удобно можно, будет да, построить удобно, водохранилище. Да. Понятно. И в 1964 году здесь образовался город Чардара. Чардара нам образовался. А Чардара означает, что ворота с 4 сторон. Востока, запада, с юга, с севера. Оказывается, здесь раньше было, когда Жаушикум, здесь было такое крепость, говорит. Поселение Да. большое, да. И 4 сторон были большие ворота. Ну, то есть, получается, такой караван-сарай, грубо говоря. Да. Видимо, Ну, на шелковом пути, шелковый наверное. путь. Да, Знаете, да, шелковый да, путь. конечно. На большом Как раз шелковом здесь пути, и- получается. Вот здесь мы находимся, вообще-то, в Атрарском оазисе. Атрарский оазис, вы, наверное, не знаете, вот здесь Шингисхан, сын Шингисхана, Жошхан. Жошхан Атрар не мог завоевать 6 месяцев. Маленький городок, вот такой же, как Чардара, не мог 6 месяцев завоевать. Ну, понятно. Ну, это из истории. Я понимаю, да. А мы как раз входим в этот оазис. Ну, то есть, история здесь богатая. Я так понимаю, что благодаря тому, что... Богато, да. Вот этот, например. Я не знаю, как по-русски это звучит. Ну, как, идол, наверное, тогда. Каменный идол, если Ну, так, это наверное. камень, это наш чардинский камень. Вот этого они, здесь написано 4 века. Вот. Вот мы здесь нашли. Вот это, оказывается, наши, есть же у нас археологи в области, в республике даже. Вот они нам сказали, что это 4 век. Вот как раз вот здесь нашли. А это не просочило, наверное, вот там что-то здесь, какой-то знак. Да, то есть кто-то из знатных особ, что называется, приближенных. Вот, например, вот как раз мы сейчас, вот водохранилище, да? Вот оно, Чардинское водохранилище. Вот оно. А это идет озеро Сырдарья. Как раз наш этот район как раз находится вот на этой, вдоль вот этой. Я понял, по течению, вдоль течения. Вот это Куксу, Сырдарья, или как там, Узмата, Кызылкум, Казахстан, вот это все до Кызылорды, Кызылординской области.
Наши это, совхозы раньше было, а сейчас округ называется. Я понял. Ну, поселение, грубо говоря, там, да, аулы. Да, да. Вдоль всех, как бы сказать, вдоль реки исторические, так сказать. Ну, понятное дело, почему селились. С теплом здесь все хорошо. Ну, А это- если есть вода, то растет все, наверное. Не, здесь, понимаешь, здесь раньше была вот этот, например, вот это озеро, да, Сатаря, да, там было много рыбы. Но я в детстве знаю, что вот подхожу до этого реку, да, там была, сейчас называется косяк. Ой, это вот такой, рыба. Нет, это косяк. Ну, я Как- понимаю, да, косяк рыбы, да. Да. Вот кидаешь туда этот камень, они раз, в воду, Начинают и там фонтан кипит появляется. вода, там, грубо говоря, да, я понимаю. много было воды. А вот где вот этот, где этот вдоль Садари, была хорошая там, ну, этот лес, урман, тугай. Вот как Сибирь, да? Вот там у нас, как говорят, ну, холм Кремиля, вот это, не мог даже вот зайти на этот лес. Ну, непроходимый, Да, непроходимая непроходимо. тайга, А грубо там, говоря. Там было все. Вот что сейчас, это сейчас мы нашли. Раньше было там, до того, что там можно было, этот, как называется это, у нас называется этот, веревка, и там бросаешь на 5 Лассо. метров, а? Лассо называют, или капкан. Капкан. Капкан, да. Ну это заводское имя, а у нас тузак называется. Тут бросает, уходит на 5 метров, и там уже что-то есть. Что-то есть, Да. живность И какая-то. здесь была хорошая жизнь, понимаешь, раньше? Да, да. Хочешь рыбу, хочешь это. Все как бы зверя Да, любого, здесь, да. Здесь люди вот так жили. Вот так. Ну, сейчас вот этот леса почти что не осталось. Ну, его вырубили, вот я это, так понимаю. ночью не слышишь Ну, ни понятно. одного. Я понял. Вот они, вот они важны. Здесь только осталось этот лебедь и вот эти. Они остались сейчас. Я Ну, понял, немного там. я понял. А так, а раньше так, елки, блин, завтра лес, да, бросать вот эту палку, что-нибудь попадать на что-нибудь. Кто-нибудь, да, оттуда вылезает. Не надо было это, оружие или какое-то там. Просто голыми руками что-то находишь. Ну, а в результате, так сказать, хозяйственной деятельности советской все это дело, Да. Разоружились и, все пришло, так сказать, в негодность. да, негодность. Понятно. Сейчас мы сами парк создаем руками. А что это за парк? А раньше вот здесь было, блин, такие, не деревья, а вот сейчас там растут у нас. Кусты, Кусты кустарники какие-то вот. Они тоже вот такие, высокие. огромные, да? Да. Были вот такие, а сейчас только... Ну, я понимаю, что здесь главное воду подвести, что называется, Вот, да. вот, пойдем туда. Вот я же говорю, 58 год у нас была большая вот такая стройка, да? Ага. Вот они, первые наши, Палатки, поселенцы. да. 26 человек пришли вот сюда, они спланировали, где-то здесь должно быть город, где должно быть совхозы там, откуда они берут на эти свои воду, каналы. Ну, я понял. Все они планировали и собрали вот такой штаб. Штаб. И начался вот этот процесс. Вот, например, здесь. Вот он. Вот Сырдарьинское само русло. Русло течет Ну, то есть по своей руслу. историческое, оно, получается, Да, было в стороне. историческое, Да. А вот они начали там стройку. Вот они. Вот наш есть фундамент. Ага. И вот, пожалуйста, сейчас вот, начали в 58 году, и вот, пожалуйста, сейчас вот такой есть. Ну, понятно. Построили, и вот, например. А там к ней подъехать можно посмотреть где-то? А где-нибудь смотровая площадка, с которой видно? Есть, Из парка есть. можно Да, наверное, да, посмотреть, конечно. да? И долго все это строительство продолжалось? В 58 году начался и в 66 году закончился. То есть в 66-м году уже запустили ГЭС? Да, запустили. Там 4 агрегата было. В 64 году 2 агрегата пустили, в 66 году еще два 4 запустили. агрегата. 4 агрегата дают 100 мегаватт в час. Ну, понятно. электроэнергии. Ну и, соответственно, здесь началось строиться вокруг все Да. хозяйственное, так сказать, нужды. Смены тогда работали. Вот так вот.
Так, первые дома, тогда, вот это, дома первые, вот об этом. Ага. А сколько потом в городе народу было по населению, когда уже сдали? Когда сдали, Да. где-то 30 тысяч. 30 тысяч примерно народу. А сейчас сколько? А сейчас где-то 78 тысяч. 78 тысяч. Это только в городе или вместе с районом? Нет, сейчас в городе где-то 35 или 33 где-то. А по району? С где-то районом 78 тысяч. А чем народ живет, чем занимается сейчас? Народ в основном, там у нас, это же, как это, хлопуши собирают. А, хлопок в основном, растят, да? В основном. Хлопок. Вот, например, Основной доход, грубо говоря. у нас рисовые совхозы. Ага. 4 совхоза это скотоводством занимались, остальные Рис растет. рисом занимались. А вот как начался 91 год, 92-го, как вот этот Перестройка пошла, независимость да. начался, Да. уже мы же последние, которые Ага. принимаем вот этот сырдаем. Ага. У нас кончается сырдарь уже. Ну понятно, там же и в Узбекистане там куча всего, Вот да. они начали там нам не пускать, короче, было. Прикрывать, грубо говоря, да, это все И дело. мы начали на эту, На хлопок на пересели. хлопок перешли. Да, понятно. Сейчас вот занимаемся и этим, и этим. А рыба сейчас есть? Или рыбы так? У нас где-то 4 завода работает, Ага. рыбом занимается. Ну, то есть рыбу отлавливают или выращивают? Или просто И отлавливают? выращивать, и ослабливать. А, то есть как бы круговоротом, что называется, да. все делается. Ну, я понял. Ну да. Ясно. Интересное здесь у вас такое как бы место. Такие горки, все вот это вот. И водохранилище, река большая. Нетипичный пейзаж. Я вот как бы много где уже поездил. Вот такие вот, как это, ну это как называется, наверное, правильно. Мелкосопочник правильно называется. Например, да? вот этой, Ага. вот этой, это канализация называется, да? Трубы, да, Да, канализационные. канализационные трубы. Вот они, у нас есть здесь поселение, было поселение Ахтубе, это первый век. Так, вот он. Ахтубе-2 назывался, да. первый, 4 век. Вот оттуда как раз вот эти нашли. Это Это- канализационные трубы, да? Да, это прообраз современных всех этих изделий. Они друг другу вот так одеваются. Ну да, одеваются. стыкуются. они. Стыкуются. И пошел вода. С левой стороны хорошая вода, с другой стороны Отвод грязная воды, вода. Да. говоря, да. Например, это наши самые хорошие такие вот первые века. Первый, короче, 4 век, грубо говоря, это Октябе правильно произносится, да? Да. И у нас единственный, который сохранился до наших времен, это который в 14 году, 14 веке, который построил. Мавзолей. Да, этот. У нас Амир Темир называется, который построил этот, в Туркестане Хожа Ахмед Яссави, вот этот такой А я, честно мавзолей. да, ну я понял, да. Как в Ташкенте, который вот этот есть, Самарканде, еще где там, в Самарканде, Бухаре, Хива, Ташкенте, который этот, вот такие мавзолеи. Не были там? Нет, еще. Вот они все, До Узбекистана вот наши я не доехал, ташкентские, узбекстанские и казахстанские мавзолеи Ага. построил один человек. Один этот, допустим, хан, да? Он правильно. Ну я понимаю, да. Вот он построил как раз вот эту. За полдня. Даже За так. полдня, да. То есть при таком просто при таком большом количестве народу просто все Да, у него собрались. хватало и так сказать, денег, и людей хватало. денег и людей хватало, чтобы собрать за полдня, Да. грубо говоря, такое И вот вот здание. он собрал таких ученых, которые знают, что здесь, например, есть такой человек, который он сказал, если что-то, он сбудется. Вот таких людей он выбрал и везде построил такой мавзолей. И тут тоже такой человек, который, верующий человек. Я понимаю, да, понимаю. Вот сейчас в Ташкенте я был недавно, в этом году. Там туристов много, ходит туда, только туда ходит, вот такой мавзолей там есть. Ну там, конечно, не такой, он большой, совсем большой. И орнамент такой большой. Ну я в Туркестане был, в этом мавзолее Яссауи. Он, конечно, впечатляет, такое большое здание. Вот по пути он здесь был, наш Темир. Это же вообще-то Чингисхан, чингисханский внук.
Он вот как раз ехал туда, в Туркестан, чтобы построить этот мавзолей. Ясауи. И здесь который, да. Аксакал ему сказали, без этого нельзя строить Туркестан. Да. Он заходил, вот, построил 14 века, да, без фундамента, без ничего, и до сих пор. Стоит до сих пор, да. А вот эти кирпичи, вот, пожалуйста, оттуда. Понятно. Образцы, так сказать. Да, пожалуйста. Вот это для, например, вот такой мавзолей строить, да? А это для колодца. Для колодца. А, блоки специальной формы, Да, специальные. такие. чтобы выкладывать Если вот колодец, так, если, получается. если вот это соединить, вот так, вот то круглая получается форма. кольцо. Вот, например, Ага. как кольцо будет, круглое. Ну и всякая керамика, сосуды и прочее, прочее. Это все, что Все они, здесь в результате раскопок найдено. да, все они здесь, отсюда, с нашего. А лампа это такая она. Ну, это советская лампа. Это советских это, времен. это наши предки. Ну это масляные светильники, грубо говоря. Да, масляные. Здесь упряжь и прочие хозяйственные Да, штуки. упряжь и хозяйство. Понятно. Кухонные принадлежности, так назовем. Да. Ну и прочее хозяйственное и для украшений, и для одежды, все. Ну, это наш рюкзак. Я понимаю, да. Сумка. Сумка, да. Скорее даже получается у нас такая с клапаном, как получается портфель можно на современный лад. С одной стороны один карман, здесь второй карман. Ага. А вот эти узлы, это, если что-то, например, утка есть, да? Утка или что-то, фазан, что-то поймал, вот сюда. Просовываешь для и перевозки, всё. да. Туда не надо, просто вот сюда. Ну, на всякий случай, хозяйство. Понятно. Это уже советские достижения. Ну, понятно, советская техника этого она такая же, как везде, она типовая, что называется. Понятно. Ну и здесь более уже, так я так понимаю, что более ближе к современности, да, часть. Что уже, скажем так, не слишком, наверное, интересно. Спасибо большое. Вот видите, уже получилась экскурсия. Уже вон сколько получилось.